He's the most, the best of all incarnations. Аватара Сара означает, что это лучшее, высшее из всех воплощений. Okay. So why don't we go around and read the translation again? Everybody can think about what this means, and then we'll talk about it. Читаем перевод, чтобы все немножко осмыслили то, что мы спели, и потом побеседуем на эту тему. Воплощение Шри Гауры превосходит все воплощения Бога. Почему же я не поклонялся Ему? Вернувшись к деятельности ради плодов, я словно отказался пить, когда меня окружала свежая вода. Равинда? Я пережевывал колючки с дерева мирской жизни и глотал кровь, наполнявшую рот. Когда же мне предложили плоды с дерева желаний, упоительной любви Господа Гауранги, я их отверг, приняв за яд. Желая насладиться сладостным ароматом, я искал то, что ко мне казалось бы что мне казалось было благоухающим цветком. Увы, этот цветок не источал аромата, подобно цветку палаша, и назойливое насекомое, вылетев из цветка, укусило меня. Ошибочно полагая, что мирская жизнь сладка, как сок сахарного тростника, я жаждал насладиться ею, но вместо нектара я будто жевал сухую древесину. Так все мои попытки наслаждаться оказались тщательными. Тщательными. Признав свое поражение, измученный и истощенный, я ожидаю змею смерти. Жар материальной жизни я принял за успокоительную прохладу, но я познал лишь глубокие страдания, словно пораженные молнией. Погрузившись в пучину мирских забот, я позабыл Господа Гауранги и не внял наставлением святых. Теперь, на исходе дней, я осознаю, что умирал второй раз, поскольку умер еще при жизни, пустую проведя ее, потворствуя материалистичным желаниям. Hare Krishna. Srila Lochan Das Thakur ki jai. So, Avatar Sara, the most excellent of all incarnations, Lochan Das is asking himself, why haven't I worshipped him? То есть Аватара Сара самое превосходное воплощение Бога, и Шрила Лочан Дас спрашивает себя, почему он ему не поклонялся. Lochan Das is because the Vaishnavas are pure and above the plane of material entanglement, they can see how the entanglements work. So he knows exactly how to describe how one is entangled in the material world and how one turns away from the opportunity to free oneself from the material entrapment. Лочан Дас, как вайшнав, то есть вайшнавы это чистые души, которые находятся над планом материального бытия, поэтому они видят, как все устроено, как все работает, как работают привязанности наши, и поэтому они могут с точностью описать, как человек может запутаться в этих привязанностях в материальном бытие, и как он может, даже столкнувшись с возможностью освобождения, отвергнуть ее и вернуться к материальному образу жизни. So it's one I remember when I was young. I saw it was maybe you guys, you know the Twilight Zone? No? No? Okay, forget it. Anyway, the idea being that one has the opportunity for drinking water to soothe his thirst, but he doesn't do it because he's distracted by something else, and he's living in a different world of illusion where he can't see that the water is there. Идея такова, Махарадж хотел что про сумеречную зону сказать, что иногда ему предлагается вода, чтобы утолить его жажду, но у него настолько замутнено сознание, то есть он настолько погружен в иллюзию, что он не видит, что вода здесь, он отвлекается на другие какие-то вещи. So I turned away from the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu, which is we just experienced it. It's very sweet. Singing
chanting, taking prasadam. By doing those three things, you destroy the power of the material energy. How sweet and how simple. То есть Лачандас здесь говорит, что я отверг послание, учение Махапрабху, и мы только что все прочувствовали, насколько сладостно его учение, то есть петь, читать, вместе воспевать Господа, принимать просадом, это так же сладостно, насколько это просто. So here he says, I've had this chance, but I've turned away from it and returned to my own materialistic, fruitive activities, working to gain things for myself. И он пишет, что у меня был шанс поклоняться, был шанс служить Господу, но я отверг его, вернулся к своему материалистичному образу жизни, чтобы совершать какую-то деятельность ради получения выгоды, блага какого-то для себя. So, in the next sloka, Prabhupada talks about the experience of material life. And he used to tell the story, Srila Prabhupada told the story of camels. And camels, they eat thorns. And they chew up the thorns. And then it causes their mouth to bleed. And then they think that when they swallow the blood, they think it tastes good. И Шрила Прабхупад рассказывал историю, так в следующей шлоке, о мирской деятельности, то есть он приводил пример верблюдов, которые, они жуют колючки, и у них рот наполняется кровью. Когда они глотают кровь, им кажется, что это на вкус, приятно, хорошо. So this is like a metaphor to the attempts at materialistic enjoyment in the temporary world. We try to enjoy, but actually we cause injury to ourselves. И это метафора по поводу материалистичных наслаждений в материальном мире. То есть мы наслаждаемся и думаем, что это хорошо, приятно, но на самом деле мы вредим себе. And most people do it in a way that's very tempered, so that it doesn't reflect heavily on their life, but they actually are involved in suffering. But so go ahead. И многие люди делают это таким образом, что эти наслаждения, они временные и вроде как не оказывают большого влияния на их жизнь, но они очень сильно влияют на духовный план. But others, like the man we saw in Kirtan, who I learned later was actually a disciple of Srila Govinda Maharaj, who's become addicted to alcohol. It becomes very apparent and obvious that they're damaging themselves with the only idea of alleviating their suffering, but they're injuring themselves, and they may be 30 years old, but they look like they're 50 or something like that. И мы сегодня видели на Харинаме ученика Говинда Махараджа, но который пристрастился к алкоголю. Мы видим, насколько такие пагубные привычки влияют даже на физическое тело. То есть человек пытается найти в этих наслаждениях, в этих вредных привычках какое-то утешение, отвлечение от его проблем, забот. Но на самом деле очень сильно себе вредит, и человеку может быть лет 30, а он выглядит на все 60. То есть даже в этом проявляется пагубное влияние. Then Lochan says, when offering the fruit of the wish-fulfilling tree of love of Lord Gauranga, I rejected them, thinking them to be poison. So this is the response of the ego when confronted with the possibility of spiritual realization. Лочандас говорит, что когда мне предложили плоды с дерева желаний, упоительной любви Господа Гауранги, я отверг их, приняв за яд. И это говорится о реакции эго, когда предлагается душе самореализоваться. То есть, когда предлагается возможность самореализации, эго реагирует очень негативно. And the ego, which is wanting to survive and wanting to continue the life of the external self that we've adapted over many, many births, the ego will interpret connection with the spiritual side of existence to be something that's not tasteful, not palatable. И эго, пытаясь выжить, пытаясь удержать вот эту внешнюю оболочку, идентифицирование с этой внешней оболочкой, которую мы наработали многими жизнями повторяющимися, оно, чтобы удержать это, чтобы не умереть, эго попытается окрасить и среагировать
на предложение духовного развития очень негативным образом, то есть будет окрашивать его в очень неприятные, невкусные цвета. So then, depending on their sukriti or contact with the spiritual side of existence, they'll respond, and people respond in different ways to contact with spiritual energy. И на контакт с духовной энергией разные люди, в зависимости от их сукрити и в зависимости от их уровня сознания, они реагируют по-разному. Some will become slightly interested, some will become very interested, some will become angry. Кого-то это немного заинтересует, кого-то это сильно заинтересует, а кто-то разозлится. Did we see today on Kirtan, was there one guy who became angry at us? I forget. We walked by and some guy said something. Сегодня на Киртане, на Харинаме, один мужчина, мы проходили мимо, и он что-то, сказал, вот, как бы нам обратился, то есть... Was there some guy who said that? He wasn't angry, he was like sarcastically joking. Oh, okay, sarcastically joking. Он так саркастично сделал замечание, что типа, у вас весна началась. Что это такое? We get a wide range of responses depending on, some people want to ignore us, some people are, one girl ran up and danced with us, right? Yeah. Есть очень, то есть мы видим широкий спектр реакций. Кто-то злится, кто-то с сарказмом реагирует. Одна девушка сегодня во время Харинам подбежала и там несколько секунд танцевала вместе с нами. То есть кто-то улыбается, кто-то радуется, кто-то просто игнорирует. But even though they don't know it, because they're hearing the sound of transcendental energy that's come from Sri Guru through our hearts to their hearts, they're going to be transformed. Но даже если они не знают, когда люди слышат трансцендентный этот звук, который пришел от самого источника через гуру в наши сердца и теперь попал в их сердца, они все равно трансформируются, даже если они этого не понимают. And the next time we see that guy, he may be sarcastic, but he'll be a little less sarcastic. В следующий раз, когда мы встретим вот этого мужчину, он, может быть, будет также саркастично настроен, но уже менее. So we don't understand we understand a little bit the power of what we're actually distributing. We have something that has the capacity to transform lives, to change people from people who are simply circulating in the material world from one birth to another birth, suffering the pangs of the miseries of material life. They can actually be transformed and saved. И на самом деле мы не понимаем, то есть мы очень незначительно понимаем, насколько ценно, насколько мощно то, чем мы делимся. Мы своей практикой, распространяя вот это знание, пение, этот звук, мы имеем возможность трансформировать жизнь людей. Srila Prabhupada told us it was something like a reverse disease. We're distributing something that spreads like a disease slowly and gradually. We give one little germ and it takes root and begins to grow. Шрила Прабхупада сравнивал это как с обратной болезнью, то есть это нечто, что распространяется как болезнь. Мы помещаем один микроб в сердце другого человека, он распространяется словно вирус, и уже человек меняется полностью, его жизнь меняется. Anyway, so the materialistic people are considering what is given by Sri Chaitanya Mahaprabhu, the chanting of Hare Krishna, the possibility of leaving behind the temporary world and going to the transcendental world. They consider it poison, and others consider it just nonsense, and everybody considers it in different ways according to the position of their heart. И каждый человек в соответствии с позицией его сердца, они трактуют возможность выхода за пределы материального существования на духовный план, в вечную жизнь. Как кто-то трактует это как яд, кто-то понимает это как бессмыслицу, то есть у каждого своя реакция. Then Lochanda says that he's interested in smelling a sweet scent, so he looks for a flower. И дальше в третьей шлоке Лочандас говорит, что он
ищет сладостный аромат, и поэтому ищет цветок. And the flower that he finds has no smell. И цветок, который он находит, у него нет аромата. And then not only that, but an insect from inside the flower comes up and bites his nose. И не только это, но из цветка еще вылетает насекомое, которое кусает его в нос. So we've all had experiences like that in different ways. We think, oh wow, I've got this, it's so fantastic. And then after a short time, it's not that fantastic. And later it becomes something that's just a pain to have. И у многих из нас был такой же опыт в жизни, когда мы чего-то желаем, мы хотим чего-то, мы находим и думаем, о, это прекрасно, это так здорово, что оно у меня теперь есть. Но через какое-то время мы понимаем, что это не так уж и здорово, а еще по прошествии какого-то времени это просто доставляет нам неудобства и страдания. Like when I was first married, I never had a car. I never had my own car. So we got a VW bus, and I was thinking, whoa, I'm so cool now. I'm driving a VW bus. I was actually a devotee then, but still I thought like that. И когда я первый раз был женат, я тогда был предан, но я думал, у меня не было до этого ни разу машины, но потом у нас появился автобус Volkswagen, и я вел его и думал, о, я так здорово, такой клевый, у меня есть автобус Volkswagen. But then there was mechanical problems with the bus and the flat tires and so many different problems, and I slowly the materialistic enamor of thinking this was so wonderful to have was just gone. Но потом начались всяческие механические проблемы, спущенные шины, и обслуживание, и прочие проблемы. И вот эта идея того, что как здорово, что у меня есть автобус, оно как-то плавно испарилось, уже было не так здорово. Then I was moving my house. We were moving from Los Angeles up to the mountains in California, and I had the VW bus packed up with all of our belongings, and we're driving on the motorway, and all of a sudden, the whole engine blows up. И однажды мы переезжали из Лос-Анджелеса в горы в Калифорнии, и у меня весь этот автобус забит нашими вещами, нашим багажом, и мы едем по шоссе, и вдруг в какой-то момент кряхтение мотора, и просто автомобиль останавливается, то есть двигатель перестал работать. So what I thought in the beginning was so fantastic and so wonderful for my, experience of life in this world turned out to be just a big headache. То есть то, что сначала я воспринимал как великолепную возможность и улучшение моей жизни, моего пребывания в этом мире, то есть как благо, в конце оказалось просто огромной головной болью. So Lochan Das is bit by an insect flying up his nose when he's trying to smell a sweet flower, and next he thinks, oh, if I could only enjoy some sweet taste, then he tries to take a sugar cane, but the sugar cane is dry, just like dry wood. И таким образом Лочин Дас описывает, что он хотел насладиться сладким запахом, но он понюхал цветок, и тот мало того, что не пах, так его еще укусило насекомое, вылетевшее оттуда. А дальше он рассуждает, что тогда я попробую хотя бы сладостного вкуса какого-то, и он берет сахарный тростник, но вместо сладкого вкуса это как сухое дерево он жует. Because this is the nature of how this material world works. We get some glimpse of the possibility of an experience that connects with a sensation in our deep inner soul. And we feel like, yes, we're going to find it there. But it's just a temporary image, and it doesn't fulfill us. И такова природа устройства материального мира, что нам дают как бы заглянуть, увидеть этот потенциал этого ощущения, которое можно получить, но в материальном мире это все очень временно, то есть все эти наслаждения, все эти ощущения, они только ничтожное, мимолетное отражение того, что находится в духовном плане. But because we feel that inner necessity and we feel the possibility of fulfillment, that indicates that there's something real that's inside. Но так как мы ощущаем внутри вот эту потребность в этих ощущениях,
и пытаемся его разглядеть и ухватить даже в этих временных материальных вещах, говорит о том, что есть что-то настоящее, что мы ищем. It said it's just like a mirage in a desert. The whole thing looks, you see the water, you see the trees, you see everything. It looks so very, very real, but it's not really there. Это как мираж в пустыне, то есть вода, деревья, весь оазис, он выглядит очень реальным, но его на самом деле там нет. But by the fact that you're seeing water and you're seeing trees, even though it's not real there at that place, you know somewhere there must be water, somewhere there must be trees. Но так как ты видишь деревья, видишь воду, несмотря на то, что в этом месте оно нереально, это иллюзия, то ты знаешь наверняка, что где-то в другом месте деревья, вода и такой оазис существует. So many experiences we find in this, in the material world that give us some fulfillment for some time and are connected with reality. There's no question, but that, like I think I said yesterday, the love for our wife or our children or our fathers or mothers, no question about the reality of love. But the problem is, it's just temporary. То есть ощущения, которые мы испытываем, чувства, которые мы испытываем по отношению к временным материальным вещам, они реальны, они настоящие, эти чувства, но только объект этих чувств, он как бы ошибочен. То есть, как я говорил вчера на лекции, любовь к нашим друзьям, сестрам, братьям, мамам, папам, она детям, любовь, она реальная, но она направлена на временные объекты. So here Lochan Das is saying, I tried to taste the sweet nectar of sugar cane. Anybody ever seen in India how they squeeze sugar cane from the cane itself? Вы видели, как выжимают сахар, сок из сахарного тростника? Вы это видел? Yeah. So they squeeze sugar cane, but after the juice is all squeezed out, it's just dry wood. Ну, то есть, когда выдавливается весь сок из сахарного тростника, остается просто сухая древесина. И Лочин Дас об этом говорит, что он хотел попробовать сахарного тростника, а на вкус оказалась древесина. So Lochan Das is saying, I felt like I was going to find something that would fulfill my inner necessity, my inner desire. And I was sure it would taste sweet, but then it was just dry like old wood. То есть он говорит, что я искал что-то, что наполнит мое внутреннее естество, что как бы удовлетворит мое внутреннее я. Но я был уверен, что оно будет сладким на вкус, но когда я его реально попробовал, оно оказалось сухим деревом. I remember when I was very little, maybe 4 years old, 5 years old, they gave me, do you know popsicle? They gave me a popsicle, and I ate the popsicle, but the wood was not very fine, it was very rough. So I ate it, when I finished the popsicle, the wood came onto my tongue. И он вспоминает, что когда он был ребенком, ему дали мороженое, ну, то есть замороженный сок на палочке такой. И он его ел, и сама палочка была из какой-то грубой древесины, поэтому когда он доел и облизывал, вытаскивал палочку, занозу в язык получил. So I look back in my life and I see that, you know, Krishna was already trying to teach me at 4 years old, but I couldn't figure it out. И оглядываясь назад на свою жизнь, я вижу, что Кришна пытался мне преподать урок уже когда мне было 4, но я тогда не понял. Took me 17 years more wandering around trying to figure out what the hell is going on. Потребовалось еще 17 лет, чтобы понять, что такое происходит вообще. Yeah, so anyway, Lochan Das is then in the next shloka he says, now I've tried everything and it hasn't worked, and now I'm becoming old. And what's in front of me? The body doesn't work like it should work anymore. It doesn't function to give fulfillment. So what can I do? I await the snake of death coming to me next. И Лочин Дас дальше в следующей шлоке говорит, что я перепробовал все и потерпел поражение. Теперь, когда я состарился, когда тело уже не функционирует, как оно должно было бы функционировать, то есть все навыки, все уходит,
что я делаю? Я ожидаю змею смерти. So that in the materialistic culture, the way people view human life, they view it in terms of the degree to which it can be used by others or the degree to which it can use others. В материальном мире жизнь рассматривается с точки зрения, в какой степени она может быть задействована, чтобы использовать других или чтобы использовали тебя. То есть... So there's even some materialistic philosophers and people in the medical profession who feel that at a certain age or a certain position of old age of the body, that the person should just be killed because he can no longer contribute, sensually to the materialistic exchange in the world. И есть даже направления религиозные, есть медики, которые придерживаются мнения, что достигнув определенного возраста, человек, когда состаривается, так как он не может выполнять, то есть социализироваться в определенном плане, то он должен быть просто убит, так как он не может никак посодействовать обществу. This is the direction of like materialistic scientific notions that don't have any intention to acknowledge the possibility of the reality of spiritual life and God. И это философия научной мысли, которая отрицает даже возможность существования Господа, другой реальности. So Lochan is lamenting that I thought that the material life, I thought that it would be very sweet and soothing for me, and I embraced it, but actually it turned out as if I was struck by lightning. И он резюмирует, что мне казалось, что материальная жизнь будет сладостной и приятной, но на самом деле я ощущаю, как будто в меня ударила молния. So this is actually the condition of everyone in the material world. It's just that in different degrees, people take shelter of different forms of, the best word is intoxication, to blind their consciousness from looking at reality. И в материальном мире это проявляется, как многие люди прибегают к разным видам интоксикации, чтобы уйти от этой печальной реальности. Whether it's the intoxication of actual alcohol or drugs or anything like that, or just the intoxication of materialistic progress. И это может быть и интоксикация как напрямую алкоголем или наркотиками, но и также это может быть интоксикация, то есть погружение в мышление, в идею материального прогресса. I can remember my father when he was older, and he refused to accept that there was any spiritual idea, any God, anything like that. And as he got older and older and less able to do things, he just became angrier and angrier and angrier. И я вспоминаю своего отца, что когда он становился, чем старше он становился, то есть он отрицал любую возможность существования Бога или чего-то подобного, и чем больше он старел, тем более озлобленным он становился. So realizing the emptiness of material life and the pains that come inevitably by just living in this world, Lochan Das is describing the degree of the entanglement of the conditioned soul. И осознавая пустоту и ужас вот этой материальной жизни, Лочин Дас описывает все вот эти путы материального существования. So finally he says, Samsara Bhajili Sri Gauranga Bhulili. Samsara Bhajili means worshipping the samsara, the life in the material world around me. And Bhajili means to worship, to honor. So he's giving priority to his material life over the life of
Gauranga, Gauranga Bulili. I've forgotten the idea of Lord Gauranga and the call that he's given to me to awaken my soul. I've turned away from that. И он пишет, что он самсара баджа, то есть он восхваляет вот эту мирскую жизнь, вот этот путь перерождения мирских забот, и забыл восхваление Шри Гауранга Булили, восхваление Господа Гауранги, то есть забыл и проигнорировал, отверг его послание осознать себя как душу. I didn't listen to the advice of the sadhus. Na sunili sadhura katha. What the katha, the talk, the discussions of the sadhus, what they've given to me, I didn't want to hear that. Нашунили садхура катха. Катха — это разговоры с садхура, саду, то есть святых. Разговоры святых, я не хотел их слушать, я их проигнорировал. So now he says, now in old age, having about to leave this body and die, I realize that I've died twice. For not only am I going to leave this body, but also I've wasted my life in temporary material things when I had a chance for spiritual realization. И теперь в старости, перед смертью, я понимаю, что ожидая смерти сейчас, я на самом деле умираю уже второй раз, потому что я впустую потратила эту жизнь в мирских заботах, хотя у меня был шанс на духовную жизнь. So we find in these bhajans, in these prayers, they're of two basic types. One type is there to encourage the soul and give us some happy notion of the happy life that's to be by awakening our spiritual soul within. This is the content of many of these different bhajans that we sing. И в этих баджанах мы находим очень важную информацию, и в основном она двояко преподнесена. Есть баджаны, которые восхваляют, описывают нам счастливую жизнь, которая возможна в духовном мире. And others, particularly the ones by Lochandas, they're designed to slam the ego. И другая часть, большинство из них написаны Лочандасом, они призваны раздавить эго. So again, there's two things going on in our consciousness as we approach spiritual awakening. There's the awakening of the soul within, and the ego, the false identity that wants to continue to dominate our lives. И таким образом, когда мы подходим к духовному знанию, к духовной практике, есть две вещи, которые происходят. Одно — это пробуждение души, и второе — это умерщвление, как бы избавление от ложного я, от ложного эго. So Lochandas is giving us information, transcendental information, that works through our consciousness into the innermost regions of our heart. Behind the intelligence, behind the mind, there's the soul and the ego. The soul is at the deepest part, and the ego is covering the soul. And we need to begin to work to awaken the ego, awaken the soul. The ego's already awake. Awaken the soul and put the ego to death. И таким образом Лочандас предоставляет нам информацию, трансцендентную информацию, которая идет напрямую в наше сердце, к душе, через все эти слои, минуя ум, интеллект, эго, потому что душа — это самый глубокий уровень сознания. Эго скрывает душу, выше стоят интеллект и ум, но вот информация, то есть послание, энергия в баджанах, она проходит все эти слои напрямую в душу. And Lochandas is so very expert that he's written this song, Avatara Sara Gorai Avatara. It's very happy and light and very nice, beautiful to sing, but it has such heavy message. И Лочандас, он великая личность, потому что он написал эту песню, и мы слышали мотив, он такой достаточно жизнерадостный, веселый, но при этом содержание, смысл очень тяжелый, то есть о том, насколько отвратительно материальное существование. This is like a metaphor for spiritual life, because we sense and we know and we feel and we experience within
that the happiness of spiritual life is the reality. There's no question about that. But simultaneously, we know that there's a heavy obstacle between ourselves and full awakening of that spiritual self. И это своего образа метафора духовной жизни, потому что мы знаем, мы чувствуем интуитивно, что духовная жизнь, она сладостная, она приятная, она счастливая, но в то же самое время у нас на пути это сложное, жесткое препятствие преодолеть наше ложное «я». So real spiritual life means to awaken the soul and simultaneously deal with the problem of continued attachment to material life. We have to work on detaching ourselves from the material energy. And we have to show our sincerity and our desire to want to leave behind the temporary and embrace the eternal. И суть истинного пробуждения в том, чтобы пробуждать душу и при этом постепенно и искренне, с искренностью отстраняться от, так сказать, от материальных связей, от материальных пут. Any questions? Вопрос? Да.